Сновидение богов. Я забочусь о своем мире. Два обличия реальности. С незапамятных времен люди обращали внимание на то, что мир ведет себя двояким образом. С одной стороны, все происходящее на материальном уровне более-менее понятно и объяснимо с точки зрения законов естествознания. Но с другой стороны, когда приходится сталкиваться с явлениями тонкого плана, эти законы перестают работать. Почему никак не удается объединить различные проявления реальности в одну систему знаний? Получается странная картина. Мир словно играет в прятки с человеком, не желая раскрывать свою подлинную сущность. Не успеют ученые открыть закон, объясняющий одно явление, как тут же возникает другое, не укладывающееся в рамки прежнего закона. И эта погоня за истиной, ускользающей, словно тень, длится непрестанно. Но вот что интересно, мир не просто скрывает свое истинное лицо, он еще и с готовностью принимает то обличие, которое ему приписывают. Так происходит во всех отраслях естествознания. Например, если представлять объект микромира в виде частицы, обязательно найдутся эксперименты, это подтверждающие. Но если предположить, что это не частица, а электромагнитная волна, мир не станет возражать и охотно проявит себя соответствующим образом. С таким же успехом можно задать миру вопрос, чем является субстанция, из которой он состоит, материей, обладающей массой. И он ответит «да». А может быть, все-таки энергией. И снова ответ будет утвердительным. В вакууме, как известно, происходит непрерывный процесс рождения, и аннигиляцией микрочастиц энергия превращается в материю, и наоборот. Не стоит опять же спрашивать мир о том, что первично, материя или сознание. Он будет также коварно менять свои маски, поворачиваясь к нам той стороной, которую мы хотим видеть. Представители разных учений ссорятся между собой, доказывая противоположные точки зрения, но реальность выносит бесстрастный вердикт, все они в сущности правы. Выходит, мир не только ускользает, но и соглашается, другими словами, ведет себя как зеркало. В нем буквально отражаются все наши представления о действительности, какими бы они ни были. Но что же тогда получается? Все попытки объяснить природу реальности тщетны. Ведь мир будет всегда соглашаться с тем, что мы о нем думаем, и в то же время постоянно уклоняться от прямого ответа. На самом деле все гораздо проще. Не нужно искать абсолютную истину в отдельных проявлениях многогранной реальности. Необходимо всего лишь принять тот факт, что реальность подобна дуальному зеркалу, она имеет две стороны – физическую, которую можно потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. В настоящее время наука имеет дело с тем, что отражается в зеркале, а эзотерика пытается взглянуть на него с другой стороны. Вот об этом и весь их спор. Но все-таки что же скрывается там, на обратной стороне дуального зеркала? По ту сторону зеркала находится пространство вариантов, информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество возможных положений точки на координатной сетке. Там записано все, что было, есть и будет. Любое событие, происходящее в нашем реальном мире, представляет собой материальную реализацию одного из множества вариантов. Казалось бы, в это трудно поверить. Где расположено пространство вариантов? Как вообще такое возможно? С точки зрения нашего трехмерного восприятия оно везде и в то же время нигде. Может быть, оно за пределами видимой Вселенной, а может, в чашке вашего кофе. Во всяком случае, не в третьем измерении. Парадокс заключается в том, что все мы отправляемся туда каждую ночь. Сновидения вовсе не являются иллюзиями в обычном понимании. Человек беззаботно причисляет свои сны к области фантазий, не подозревая о том, что они отражают реальные события, которые могли бы иметь место в прошлом или будущем. Известно, что во сне человек может наблюдать картины, как будто не из нашего мира. Причем совершенно ясно, что видеть такое он в принципе нигде не мог. Если сон – это некая имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся все эти невообразимые картины и сюжеты?
Если условно отнести все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное к душе, то можно сказать, что сновидение – это полет души в пространстве вариантов. Разум не воображает свои сны, он их действительно видит. Душа имеет непосредственный доступ к полю информации, где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Феномен времени, то есть развитие событий, проявляется только в процессе движения киноленты. Разум выступает в качестве наблюдателя и генератора идей. Память имеет такое же прямое отношение к пространству вариантов. Уже доказано, что мозг физически не в состоянии вместить всю информацию, которую накапливает человек в течение своей жизни. Каким же образом ему удается запоминать? Дело в том, что мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к данным в пространстве вариантов. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из пространства вариантов через посредство души. Ясновидение, а также интуитивные знания берутся оттуда же. Открытие в науке, писал Эйнштейн, совершается отнюдь не логическим путем, в логическую форму оно облекается лишь впоследствии, в ходе изложения. Открытие, даже самое маленькое, всегда озарение. Результат приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то подсказал его. Не следует смешивать пространство вариантов с известной концепцией общего информационного поля, в котором данные могут передаваться от одного объекта к другому. Пространство вариантов – это стационарная матрица-структура, определяющая все, что есть и могло бы произойти в нашем мире. Официальная наука пока не в состоянии ни объяснить, ни подтвердить существование пространства вариантов. Напротив, она будет пытаться всячески дискредитировать модель трансерфинга, что неудивительно, ведь официальная наука – типичный маятник. Вообще науке, при всех ее несомненных достоинствах и достижениях, свойственно отметать все, что не укладывается в ее рамки. Встречаясь с необъяснимыми вещами, она будет изворачиваться и так и эдак, обвиняя своих оппонентов в шарлатанстве, потасовке фактов или просто игнорировать очевидное, лишь бы удержаться на своем гранитном пьедестале. Однако нашелся один человек, академик Вячеслав Бронников, который сумел поставить науку в абсолютно безвыходное положение, совместив совершенно невероятное с более чем очевидным. Дети, воспитанники Международной академии развития человека, основанной Бронниковым, демонстрируют способности, которые действительно не укладываются ни в какие рамки. Они способны видеть с закрытыми глазами так же, как с открытыми, они могут запоминать огромные объемы информации, обладают даром ясновидения, а удаленные объекты умеют рассматривать, как в телескоп. В это трудно поверить, но факт остается фактом, они смотрят сквозь стену, будто ее и нет. Как им это удается? Нейрофизиологи, исследуя эффект прямого видения, описывают свои наблюдения так. При обычном зрении на аппаратуре фиксируется место вхождения сигнала, его перемещение в мозге и переработка. При прямом видении место вхождения сигнала не регистрируется, перемещение сигнала в мозге отсутствует, но переработка сигнала четко определяется приборами. Все наши попытки блокировать вхождение сигналов в мозг дают отрицательный результат. Мы обнаруживаем нечто, что с учетом его физических параметров проявляет свойства, вне связи с электромагнитными процессами. Получается, что мозг способен видеть сам, без посредства зрительного аппарата, причем способ приема информации неизвестен. Как же все это понимать? Бронников объясняет данный феномен наличием связи между сознанием человека и тем, что он называет сверхсознанием. Сверхсознание, пишет он, это нечто, находящееся вне человека, некая среда. Вы, наверное, догадались, что в трансерфинге под этой средой понимается пространство вариантов. Впрочем, какая разница, как это называть? Суть остается прежней. Разум, или, если хотите, мозг, видит то, что находится в пространстве вариантов через посредство души. Глаза наблюдают физическую реальность. Мозг же в случае прямого видения подключается к метафизическому полю информации,
где буквально хранится весь слепок окружающей реальности. Получив доступ к этому банку данных, можно рассматривать объекты независимо от того, где они находятся за стенкой, под землей или за много километров. В пространстве вариантов имеются как области, воплощенные в материальную действительность, так и нереализованные. Для того, чтобы достичь прямого видения, необходимо научиться воспринимать именно текущий реализованный сектор. С физиологической точки зрения это можно интерпретировать как особую синхронизацию обоих полушарий головного мозга. Академик Бронников разработал целую систему специальных и в то же время очень простых упражнений, позволяющих любому обычному человеку развить в себе эти способности. Вы сами можете при желании найти соответствующую информацию в интернете и попробовать. Все это реально. В пространстве вариантов хранится также информация обо всех возможных вариантах прошлого и будущего, а это означает, что доступ к нему раскрывает и возможности ясновидения. Проблема заключается лишь в том, что вариантов существует бесчисленное множество, а потому можно видеть и события, которые не будут реализованы. Именно по этой причине ясновидящие нередко допускают ошибки в своих прогнозах. Ведь можно увидеть то, чего никогда не было, и то, что никогда не случится. В этом отношении вы можете быть спокойны, ваше будущее никому не известно, поскольку никто не в состоянии определить, какой вариант будет действительно реализован. Точно так же нет никакой гарантии, что во сне вы увидели именно тот сектор пространства, который будет воплощен в действительность. Вот и замечательно, раз будущее не предопределено фатально, значит всегда остается надежда на лучшее. Задача трансерфинга состоит не в том, чтобы с сожалением оглядываться в прошлое и с опаской смотреть в будущее, а в том, чтобы намеренно формировать свою реальность. Энергия мыслей человека при определенных условиях способна материализовать тот или иной сектор пространства вариантов. В состоянии, которое в трансерфинге именуется единством души и разума, рождается непостижимая волшебная сила внешнее намерение, оно-то и воплощает потенциальную возможность в действительность. Все, что принято относить к магии, имеет непосредственное отношение к внешнему намерению. С помощью этой силы маги древности воздвигали египетские пирамиды и творили другие подобные чудеса. Намерение названо внешним, так как находится оно вне человека, а потому не подвластно его разуму. Правда, в определенном состоянии сознания человек способен получить к нему доступ. Если подчинить воле эту мощную силу, то можно творить невероятные вещи. Однако современные люди давно утратили способности, которыми владели жители древних цивилизаций, таких как Атлантида. Осколки древнего знания дошли до наших дней в виде разрозненных эзотерических учений и практик. Использовать эти знания в повседневной жизни довольно затруднительно. И все же ситуация не так безнадежна. В трансерфинге имеются косвенные методы, с помощью которых можно все-таки заставить работать внешнее намерение обходным путем. Человек способен формировать свою реальность. Но для этого требуется соблюдение определенных правил. Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ. Образом является направление и характер мыслей человека. Для того, чтобы превратить желаемое в действительность, одного лишь желания мало. Нужно знать, как обращаться с дуальным зеркалом. И вы научитесь это делать. Правда, придется основательно расшатать монолит так называемого здравого смысла, который на самом деле таковым не является. Если примириться с одновременным существованием двух сторон реальности физической и метафизической, старые стереотипы рушатся, зато картина мира все больше проясняется. Дуализм выступает как неотъемлемая частью нашей реальности. Например, душа имеет отношение к пространству вариантов, а разум к материальному миру. Внутреннее намерение имеет дело с материальной действительностью, а внешнее с виртуальными секторами пространства вариантов. Когда на поверхности зеркала два этих аспекта реальности соприкасаются, возникают феномены, которые принято относить к паранормальным либо пока необъяснимым явлениям. Наглядным примером такого соприкосновения двух обличий служит корпускулярно-волновой дуализм,
когда микрообъект представляется не то волной, не то частицей. Рождение и аннигиляция микрочастиц в вакууме – еще один пример пограничного состояния, в котором реальность колеблется между физической и метафизической формой. Однако самым удивительным примером являемся мы сами, живые существа, сочетающие в себе одновременно и материальное, и духовное. В некотором роде мы живем на поверхности гигантского зеркала, с одной стороны которого находится наша материальная Вселенная, а с другой простирается черная бесконечность пространства вариантов. Находясь в таком уникальном положении, было бы по меньшей мере недальновидно жить только в рамках обыденного мировоззрения и использовать лишь одну физическую сторону реальности. Вы узнаете, как следует обращаться с дуальным зеркалом мира, и сможете совершить то, что раньше казалось невыполнимым. Вам предстоит убедиться, что ваши возможности ограничены только вашим намерением.